भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। Я есмь Сурия, пришедший вновь. В этом моем послании я хочу передать для вас некое знание и дать понимание еще одного космического закона, который действует во Вселенной. Мы говорили о законе кармы или воздаяния, и этот закон поистине является главным и основополагающим законом этой Вселенной. Но есть еще один важный закон. Это закон милосердия и сострадания, который действует во Вселенной. И этот закон позволяет великим космическим существам оказывать помощь тем жизнепотокам, которые запутались в сетях иллюзии и не видят больше ни смысла своего существования, ни цели своего путешествия по иллюзорному миру. Итак, согласно закону милосердия и сострадания, вам может быть оказана помощь, и она оказывается постоянно. Единственным препятствием, которое мешает вам воспринять нашу помощь, является ваше сознание. И если в вашем существе нет достаточной веры, любви и искренности, то все наши благие намерения и вся наша забота будут встречаться со льдом непонимания и преградами, которые стоят в вашем сознании. Вам нужно всю свою жизнь, каждую минуту вашего пребывания на Земле использовать только для того, чтобы концентрироваться на Высшем. Вы должны каждый день посвящать все ваши мысли, чувства, дела Богу. Вы должны постоянно заботиться о том, чтобы никакие низкие помыслы и желания не завладели вашим сознанием ни на секунду. Вы должны возвести крепость вокруг себя, неприступную крепость от всего низкого и небожественного, что существует в вашем мире, на вашей планете. Это очень трудная задача, но она достижима. Есть вероятность того, что вам удастся с помощью вашей силы воли, устремления и концентрации прорваться сквозь все низкие слои физического и астрального и даже ментального плана
и оказаться в эфирных октавах света. Дерзайте. Я говорю вам, что только от вас самих зависит, сможете вы или нет за одно воплощение пробиться в эфирные октавы света. Именно поэтому мы приходим к вам, чтобы поддержать ваше устремление, и вновь указываем путь, по которому уже прошли лучшие представители человечества в прошлом. Эта проторенная дорога уже есть, и вы можете пойти по ней прямо сейчас. И как вам не покажется странным, вам не нужно никуда ехать, устремляться к тому, что лежит вовне вас. Этот путь лежит внутри вас. И тогда, когда вы устремляетесь и отказываетесь от небожественных качеств внутри себя и приобретаете божественные качества, вы продвигаетесь по этому пути, который ведет вас обратной дорогой к Богу, в тот мир, откуда пришли ваши души и куда они должны вернуться. Дверь в этот мир находится внутри вашего существа. Поэтому не имеет смысла спасать мир. Не имеет смысла гоняться по свету в поисках панацеи для спасения человечества. Вы можете спасти, по большому счету, только себя, став путем, по которому сможет идти остальное человечество. Достаточно одного человека в столетие, который преодолевает себя и достигает эфирных октав света в ритуале вознесения в свет, чтобы все человечество получало достаточный энергетический импульс к дальнейшему продвижению. Обратите внимание, вы находите путь, и вы движетесь по этому пути. И наступает момент, когда вы сами становитесь этим путем, по которому смогут идти тысячи и миллионы живых существ. Но сначала, на самом первом этапе, вам потребуется дисциплина ученика. Вам потребуется устремленность, постоянство, преданность. И только после этого вам будет оказана помощь и поддержка. Сначала вы проявляете необходимые качества, и только потом вам оказывается помощь и поддержка. Тогда, когда вы готовы, и когда вы демонстрируете свою готовность на протяжении значительного промежутка времени, не менее 7 лет, вам указывается путь. Возлюбленные, всего 7 лет устремленности, преданности, послушания. Вам кажется это много? Но что такое эти 7 лет по сравнению с теми тысячами воплощений, когда ваша душа блуждала в потьмах без какой-либо надежды на спасение? И вот вы соприкоснулись с нашими вибрациями. Вы почувствовали
их родство с вашей внутренней сутью. И что же, вы покинете нас в погоне за очередной иллюзией вашего мира? И очень многие уходят с заповеданного нами пути и ищут других, более легких путей. Сначала в голове появляется мысль. Она мимолетна, но концентрация на цели вашего путешествия уже нарушена. Потом появляется желание просто попробовать, посмотреть, почитать. И вы уже движетесь в другом направлении, и когда пытаетесь вновь вернуться на наш путь, вы не можете его различить. И многие воплощения уходят на то, чтобы вновь найти путь. Ваша душа ликует. Вы находите то, что искали многие и многие воплощения. Но проходит всего несколько лет. Что это по сравнению с миллионами лет воплощения на Земле? И вы уже разочарованы. Вы теряете пыл, устремленность и начинаете соскальзывать с проторенного пути. Вдумайтесь, лишь один человек за столетие способен совершить свое восхождение на вершину божественного сознания. И даже если один человек достигает, мы готовы тратить огромное количество бесценной божественной энергии, чтобы указать путь и поддержать его на пути. Поэтому я очень надеюсь, что хотя бы один человек, который нашел это учение и читает наши послания, способен будет в этой жизни завершить земной путь и указать путь другим. Точно так же, как в свое время указали путь Будда и Христос. Я есмь Сурья. Bhaskaraaya vidmahe Divakaraya dhimahi Tannah Suryah prachodayat Bhaskaraaya vidmahe Divakaraya dhimahi Tannah Suryah prachodayat